Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем. Неделя небольшой срок, но какие события, по мнению карт, вас ожидают? Какие подсказки они нам дадут? И первая карта, которую мы с вами достанем, что важно знать? Или какие преобладать будут энергии, или, может быть, вопросы, мои дорогие тельцы, то, что вы не сможете оставить без внимания, или больше внимания придется уделять. Что же для вас важно знать? Чего не избежать, или возможные неожиданности? Чему сейчас не время, или что может помешать? А что же вам будет помогать, как энергия? Достанем карту «Что скрыто?». Может быть, вы чего-то не замечаете, не предполагаете. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег для вас на эту неделю. И что в личной жизни скажут карты. И на оракуле ангелов достанем карту «Совет». И откроем ее в конце. Что же важно знать? Вот в эту неделю определенно что-то форсировать не стоит. Это карта интуиции. Это карта тысячи неопределенностей Луна. И нам старший аркан дает сразу совет. Сохраняй. Сохраняй себя в первую очередь. Куда-то не торопись. Будь предельно внимательным к тому, что происходит вокруг. Потому что по аркану Луна мы можем так вот как будто оступиться, сделать какой-то неправильный шаг. Нет, ничего глобального плохого не произойдет, но зачем даже какие-то себе неожиданности именно из-за того, что, ну, где-то мы были невнимательны, или понадеялись, или наоборот, погрузились в свои мысли и идем-бредем, не замечая, что вокруг. Поэтому на самосохранение определенно энергии направлены. По этой карте нам еще и говорят о том, что что-то может задерживаться. У кого-то может быть ситуация, которая связана будет с вашим домом. И тогда по этой карте вот тут как раз больше плюс. Потому что мы можем организовать некоторые вопросы по решению каких-то злободневных проблем. Ну, может быть, у дома у кого-то ремонт, когда мы улучшаем наше жилище, обустраиваем что-то. Вот это все со знаком плюс. Но это как ваш дом, ваша крепость сейчас, мои дорогие, на эту неделю. И поэтому сказать, что куда-то поехать с учетом аркана Луна, нет. Или что важно знать, и если вы случайно оказываетесь в толпе, то вам как будто в другую сторону. Берегите себя, вы должны постоянно, повторяюсь, контролировать ситуацию. И если мы про толпу, есть выражение «меня несет толпа», и это мы не контролируем. Правда, это очень могущественная сила, поэтому где-то держитесь в стороне. Неожиданности. Окончание чего-то. Может быть, какого-то вопроса. Когда вы, тут ведь не обязательно как финал, да, он может быть, когда вы решали, к примеру, какую-то тему по документам или ждали важного, да, сообщения, документа, но вот тут, скорее всего, вы получаете, вы что-то подводите к итогу. И с одной стороны, это вот как раз две карты могут описывать одну какую-то ситуацию. Вот вы ждали, и вот была эта неопределенность, но тем не менее на этой неделе что-то прояснится. Как минимум один вопрос, это точно. И вы знаете, вам будет легче. Почему? Морально легче, потому что вы в чем-то поставите точку. С учетом аркана Луна вы уже предполагаете, что что-то пробуксовывает или что-то идет криво. Или, может быть, вы, мои дорогие тельцы, что-то пытались реанимировать, а вот не получается. Не всегда, ведь и от нашего желания все зависит. Даже область взаимоотношений, это должно быть желание обоюдное и ваше, и оппонента. Или какая-то рабочая ситуация, значит, это должно устраивать вас и другую сторону. Но, может быть, не договорились. Или для кого-то из вас период ожидания тоже закончится. Опять же, вы получите какую-то важную бумагу, которая перед вами откроет новые возможности. Давайте посмотрим, чему сейчас не время.
Вот интересно, правда, не время ожидания, поэтому какое-то ожидание у вас закончится. И даже если это каким-то образом связано с отношениями или отношениями на работе, время принимать эти самые решения. Потому что карта трансформации, у вас проходит трансформация. И какая-то, скорее всего, прежняя история, с учетом тем более аркана Луна. То, что у вас на этой неделе, это не вдруг сложилось, это не внезапно пришло. А это своего рода пространство Вселенной пытается что-то к итогу и подвести. Чтобы у вас как гора с плеч свалилась, мои дорогие тельцы. Правда, но есть то, что и так затянуто сверх меры. И поэтому чему сейчас не время? Как будто еще дополнительно какую-то паузу себе определять. Тут, наоборот, все расставить по местам. Что же вам будет помогать? А вот признайте, какое-то может быть и поражение. Но по тройке мечей нас уже что-то не ранит. И правда, какая-то прежняя ситуация. Это не новая. Это то, что нас ранило когда-то. Это наш печальный опыт. И вот эти сильные эмоции, такие разрушающие, неожиданные, может быть, предательство или, может быть, и новость, но которая тоже мы словно не можем себе какое-то время найти место, потому что как к этому относиться мы тоже, мы не можем оформить своей, как бы в своем сознании, в своей голове, в своей душе определенное отношение к человеку, к ситуации, к обстоятельствам. Но чаще это все-таки какая-то история, которая касается больше либо личной жизни, либо она вас где-то лично цепляет в вашу душу. И мы с этим ничего не можем поделать. И у вас, мои дорогие, вам это помогает в позиции. Так вот, по этой карте первое, что проходит, знаете, равнодушие. Я называю здоровое равнодушие. Когда зацепить вас уже невозможно. Видимо, телец своего рода как удав. Что ему не говори, что не демонстрируй, как не изворачивайся, телец будет наблюдать и думать про себя. Ну давай, давай, продолжай, а я посмотрю. Когда-то я, может быть, ждала, а теперь мне вот любопытно, как же ты будешь изворачиваться. Ну, может быть, буквально, я, конечно, утрирую, но вас не будет что-то цеплять, понимаете? У вас своего рода панцирь. И ведь это израненное сердце, оно было когда-то. А теперь вот именно эта ситуация из прошлого. Вы можете столкнуться с каким-то известием. Может быть, меня люди смотрят из разных стран. И обстановка ведь может быть очень такая сложная. Но, видимо, какой-то опыт вы имеете, мои дорогие тельцы. Вас словно жизнь натренировала, как и на какие-то отрицательные моменты. Может быть, кого-то на предательство, увы, натренировала, на какие-то разочарования, потерю близких по разным причинам. Тут вот совершенно разная ситуация может быть. Но, тем не менее, вот этот минус, вот этот сгусток боли, он сейчас вам помогает, потому что вы более спокойно и хладнокровно смотрите практически на все. Вот на эту трансформацию, на то, что происходит вокруг, на то, что где-то, может быть, даже, как в вашем окружении, кто-то мечется и не может пока, вот как вы когда-то, да, столкнувшись вот с чем-то сложным, не может определиться, что же мне делать. А телец уже знает, что ему делать, и точно знает, чего ему не делать. Что скрыто? Правда, вот эта ситуация вас учит. Или то, что было пережито, какой-то опыт. И карта Иерофант как раз об этом и говорит, что все то, что с нами где-то случалось, мы и нарабатываем своего рода такое жизненно мудрое учение, когда в последующий период, а ведь для вас, мои дорогие тельцы, увы, у нас только Уран в вашем знаке зодиака в ретро-движении до конца января, и потом он перейдет в прямое движение и останется в вашем знаке зодиака, поэтому где-то с февраля, ну так даже планетарно, там что-то будет вообще в каком-то новом ключе отстраиваться. Поэтому сказать, что расслабиться, то нет. Но у вас, знаете, сейчас есть какая-то уверенность, но вы ее будете скрывать. Может быть, есть какая-то проблема, вопрос, который вам нужно решать с учетом аркана Иерофант только через высокие инстанции. Для вас вообще все лучше делать как и по закону, так и по каким-то правилам. Но эта карта очень импонирует вам самим. Что скрыто? Вот я сказала, у вас словно ключи, как у Иерофанта, есть
какой-то боли или как, ну, иммунитет против страданий. Правда, буквально так. Потому что вас очень сложно как вывести из себя или создать для вас некоторый хаос, вы все равно все расставите по местам. И вы будете какие-то очень правильные действия, согласования, может быть, проводить на этой неделе. И для вас это будет как судьбоносным событием. Потому что вы сейчас этого можете не видеть по иерофанту. Мы как и учимся, но мы также еще и обращаемся в какие-то инстанции. Или мы для себя определяем как жизненный путь, куда мы идем. Но вы об этом не афишируете. Вы где-то это сохраняете. И для вас это как начало нового жизненного этапа с учетом 13-го аркана. Дела, работа, бизнес. Ну, нам тут про любовь или про возможность договориться. Может быть, какие-то с учетом все-таки 13-го аркана. Это ведь вопросы могут быть как и касаемые вашего бизнеса, или откуда к вам приходят деньги, может быть, опять же, документы или для кого-то учеба. Вы можете со всеми договориться. И поэтому, чего бы ни касался вопрос, вы вот так вот безэмоционально, мои дорогие тельцы, если нужно, с учетом тройки мечей, маску оденете, если нужно, просто вам нужно определиться, что же вы хотите. И в позиции, чему сейчас не время что-то ставить на паузу. Здесь можно красиво, гладко, ну, как-то так элегантно решить практически для вас любой вопрос. Причем так вот закрыть какую-то тему раз и навсегда. Без пыли, без шума, без каких-то эмоций ненужных. А просто, ну, воспользоваться каким-то случаем. Хотя тут может быть и такой случай для кого-то, когда вам, может быть, и придется воспользоваться помощью какого-то человека. И обстоятельства требуют того, чтобы на что-то согласиться. И тогда вот та маска, может быть, в целях безопасности, или может быть какая-то и выгода, хоть у нас карта не про выгоду, но все остальные карты с учетом тройки мечей говорят о том, что мы допускаем как и отношения, так и какие-то рабочие соглашения, но смотрим на это без иллюзий. Мы смотрим с одной стороны с позиции закона, с другой стороны печального опыта. Какая тут любовь, какие тут эмоции? Нет, тут тысячи неопределенностей, и как раз мы хотим что-то завершить. У вас, правда, получится. Финансы. Карта эгоиста и финансовой самодостаточности. Деньги есть, деньги будут, но вы себя будете чувствовать увереннее, это определенно. По деньгам нечего добавить. Может быть, и какие-то деньги буквально вы получаете на этой неделе. Но, знаете, эта карта, тем не менее, ну, как бы тратить вроде бы можно, да, она не говорит, что нельзя. Но помните, у вас в неожиданностях 13-й старший аркан. И кто знает, и что важно знать, 1000 неопределенностей, карта Луна. Поэтому, может быть, деньги понадобятся завтра. В личной жизни вам выпадает король мечей. И, может быть, это как по части вашей и личной жизни какие-то согласования, проведение каких-то, ну, документальных соглашений в течение осени мы можем пересматривать, как и брачные контракты, к примеру, или, в принципе, какие-то контракты. Может быть, и есть человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха. Это у нас близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендента, кто знает. Может быть, и по Луне, кстати, тоже. И человек может об этом не знать. Но также нам еще говорят о возможном посещении врачей. Опять же, высоких инстанций, чиновников. О людях в погонах могут говорить. О какой-то ситуации, которую нужно тоже решить как-то по закону. Именно по закону, мои дорогие тельцы. И по-другому как-то никак не согласуется. И кто знает, какая-то ситуация может меняться, и у вас появится, словно узкий фарватер, оформить какой-то документ. Вот я такое могу тоже предположить. Но если энергетика карты, увы, она недаром, наверное, тройка мечей. Может быть, это тот человек, который вас прежде просто разочаровал, и он не связан с личной жизнью. И вы на него смотрите уже так немножко по-другому. И, может быть, у кого-то даже было расставание.
И здесь вы как раз вот эти взаимоотношения увидите как-то, ну, совершенно иначе. И если прежде это было болезненно, а теперь вам уже никак. И вас невозможно зацепить, вас невозможно вывести на какую-то эмоцию. Но, может быть, есть еще какие-то ряд серьезных вопросов, которые вы можете решать. И такое тоже я не могу исключать. Вы больше будете заниматься именно самими собой, своими финансами и решением тех вопросов, которые сочтете наиболее сейчас как бы я должен решить или мне нужно решить. Вы на своей волне. Давайте карту «Совет». И нам карта тоже говорит, найди более, как бы, ты должен выражаться, может быть, так, чтобы или изъясняться, чтобы тебя правильно понимали, более четко. То есть какой-то вопрос вы можете прояснить, может быть, проведя важные глубокие разговоры. Для кого-то из вас, может быть, и было какое-то недопонимание с человеком или по работе, или по личной жизни. Значит, тоже изъясниться, понять друг друга, как минимум, возможность будет. Или еще нам карта говорит, ну так, может быть и другой момент. Ты не понимаешь какую-то ситуацию. Значит, тогда ты тоже найди недостающую информацию или, может быть, консультация юриста, консультация адвоката, консультация врача. И вот эти все свои вопросы не в себе где-то храни, а имей смелость расспросить буквально все до мелочей. Для вас будет, в принципе, важна какая-то правдивая информация, понимаете? Сама по себе правда, она присутствует, и она где-то рвется, может быть, наружу через 1000 неопределенностей для вас на этой неделе. Но тогда у вас от этой правды или от того, что вы тут с чем-то разберетесь, могут словно крылья за спиной вырасти, потому что не тянет что-то вас назад. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.